Крушение парома «Эстония» – морская катастрофа, произошедшая ночью 28 сентября 1994 года. Паром находился в пути из Таллина в Стокгольм. На его борту было 803 пассажира и 186 членов экипажа. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице, погибло и пропало без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа парома «Эстония» является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра. Паром «Эстония» – это единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших, и его крушение – единственный случай, расследование которого без официального разрешения считается преступлением. Погружение к останкам парома запрещено, исполнение запрета возложено на финские власти. 27 сентября 1994 года в 19 часов 15 минут паром «Эстония» покидает пирс Таллинского порта. На судне 803 пассажира и 186 членов экипажа. Паром должен прибыть в Стокгольм утром следующего дня в 9 часов утра. Было штормовое предупреждение. С 8 вечера до 12 ночи рейс идет в обычном режиме. Все 4 главные машины парома работают на полном ходу. После выхода в открытое море условия рейса становятся более сложными. Постепенно усиливаются килевая и бортовая качка судна, из-за чего у части пассажиров начинается морская болезнь. Каюты заполнены, так как в горизонтальном положении качка переносится легче, а на верхнем этаже в местах развлечений находится не так много людей, как обычно. Был юго-западный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, высота волны достигает 3-4 метров. Скорость судна достигает 19 узлов. Около 23 часов паром «Эстония» обходит идущий параллельным курсом паром «Мариэла». К полуночи скорость парома снижена до 15 узлов. В 24 часа ночи паром «Эстония» проходит устье Финского залива и достигает середины Балтийского моря. Скорость корабля составляет около 14 узлов. Из-за усиливающегося волнения на море на пароме запускаются уменьшающие качку стабилизаторы. Волны высотой от 4 до 8 метров бьют в левый борт парома «Эстония». Капитан парома «Эстония» Арва Андресон уходит отдыхать в 0 часов 30 минут. Вахтенный матрос Сильвер Линдё совершает регулярный осмотр судна и в 0 часов 55 минут слышит металлическое постукивание около передней аппарели автомобильной палубы. С капитанского мостика его посылают узнать, в чем дело. Вахтенный сообщает, что на вид все в порядке. В час ночи капитан Андресон возвращается на капитанский мостик. Другие члены экипажа тоже слышат металлические стуки. Сигнальные огни визора и рампы показывают, что замки закрыты. Треск корпуса корабля, постукивание и звук скручивания металла вызывают беспокойство у пассажиров. Многие не могут заснуть. В час 15 минут находящийся в контрольном машинном отделении третий механик Маргус Треу слышит 2 или 3 сильных металлических удара по корпусу парома и видит на мониторе, как по краям носовой рампы вода поступает внутрь корабля, однако сама рампа, похоже, еще закрыта. Затем разрушаются запорные механизмы поворотного визора, 55-тонный визор открывается, повисает на концах креплений и падает в море. Он увлекает за собой аппарель, и автомобильную палубу начинает заливать вода. Быстро возникает заметный крен на правый борт, часть пассажиров выбегает из кают, возникает паника. В час 20 ночи слабый женский голос сообщает по внутреннему радио на эстонском языке: «Тревога! Тревога! На корабле тревога!». На шведском и английском языках сообщения нет. Затем подаются сигналы бедствия команде и спасательным шлюпкам. Второй помощник капитана парома «Эстония» Тарми Айнсалу посылает в радиоэфир первый сигнал бедствия Мэйдэй.
но из-за перебоя электричества не может сообщить координаты судна. Третьему помощнику капитана Эстонии Андресу удается отослать координаты корабля паромом Мариэла и Силия Европа. Крен усиливается, из-за чего многие люди не могут выйти из внутренних помещений, большинство детей, женщин и пожилых людей оказываются запертыми в каютах и коридорах судна. Паром Эстония подает второй сигнал бедствия. Сообщает парому Силия Европа, что судно накренилось на 20-40 градусов. В 1:25 ночи из-за сильного крена останавливаются машины левого борта. Капитан пытается развернуть паром кормой к волне, чтобы морская вода не заливала судно через открытый носовой люк. Второй помощник капитана сообщает координаты парома и произносит: «Теперь все действительно плохо. Сейчас здесь действительно плохо». После этого связь с паромом Эстония пропадает. Паромы Мариэла и Силия Европа связываются с центром спасения на водах, также сообщают о случившемся другим находящимся поблизости судам и поворачивают в сторону происшествия. Из-за крена на пароме Эстония трудно передвигаться. Считается, что у пассажиров, вышедших из кают во время первого сильного крена, было около 10-20 минут времени, чтобы успеть выйти на палубу. Большинство людей, однако, не вышли из кают сразу, а позже это стало невозможным, так как крен стал достигать до 90 градусов. Вода поступает на каютные палубы. Правая часть капитанского мостика находится под водой. Продолжается быстрое затопление, корма парома задрана вверх. Падает давление масла, главные машины судна останавливаются, заработал аварийный генератор. В рабочем состоянии остается аварийное освещение. Перестает работать аварийный генератор, останавливаются штурманские часы, паром Эстония начинает быстро погружаться. В 1 час 48 минут паром Эстония уходит под воду. До окончательного погружения судна с капитанского мостика несколько раз подается сигнал, и паром Эстония пропадает с экранов радаров. Спасение оставшихся в живых. В 2 часа ровно часа ночи шторм, скорость ветра 25 метров в секунду. На воде 22 спасательных плота и 3 шлюпки. Спасающимся людям не хватает места на плотах, многим не достает сил забраться на плот из воды, других смывает с плотов в море. В 2 часа 12 минут ночи первым судном, прибывшим на место происшествия, является паром Мариэла. Затем на место происшествия прибывают пассажирские судна Силия Европа, Силия, Симфония и Изабелла. Первых спасшихся вытаскивают из воды. В 3 часа 05 минут ночи первый спасательный вертолет прибывает на место катастрофы. Большинство вертолетов летят со спасенными людьми к берегу. Однако пилоты 2 вертолетов пограничной охраны принимают рискованное решение и приземляются на судах. Пилот позже сказал, что приземление на корабли было самой сложной частью всей операции. Экипаж вертолета спас 44 человека, то есть больше, чем смогли спасти все суда, так как из-за сильного волнения на море спускать спасательные шлюпки с кораблей было слишком опасно. Паром Изабелла смог поднять на борт только 16 человек. Многие из сумевших забраться на плоты погибают от шока и переохлаждения, некоторые из спасенных умирают на борту вертолетов. В спасательной операции участвовало 26 вертолетов, но только 11 из них прилетели на место крушения достаточно быстро для того, чтобы спасти людей. Ход самой операции был полон ошибок коммуникации, неполадок и осечек. С парома в море были скинуты 63 спасательных плота. Стандартные спасательные шлюпки оказались совершенно бесполезными. Вертолеты летали над погибающими людьми, но не могли разглядеть их в волнах. Согласно окончательным данным, со спасательных плотов было эвакуировано живыми 138 человек, из которых один позже умер в больнице. Корабли спасли 34 человека, вертолеты – 104 человека. Многие люди, успевшие покинуть гибнущее судно, умерли от переохлаждения, травм или утонули, так как на море был шторм, и температура воздуха составляла +8 +12 градусов тепла.
Считается, что около 650 человек из 757 пропавших находятся во внутренних помещениях парома. С паромом погиб также его капитан Арва Андерсон, который, как можно предположить, сознательно остался на тонущем судне согласно морским традициям и не пытался спастись. Непосредственно после катастрофы 28 сентября 1994 года правительствами Эстонии, Финляндии и Швеции была создана Международная комиссия по расследованию причин крушения парома «Эстония», в состав которой входило по 3 членам от каждого государства. В ноябре 1994 года носовой визор Эстонии был поднят с помощью дистанционно управляемого робота для исследования. В начале декабря норвежская компания Рокватор, специализирующаяся на подводных работах, исследовала затонувший корабль на средства шведского государства. Главной задачей водолазов было найти бортовой компьютер и доставить его следственной комиссии. Компьютер не был найден, предположительно его вырвало и смыло штормом из окна, и он затерян где-то в Донном Иле. Возможность подъема судна отвергли позднее, в декабре, и решили оставить его на месте, запечатав бетоном. Погружение к останкам судна запрещено, чтобы не тревожить прах погибших. Исполнение запрета было возложено на финские власти. Судно лежит на боку в 35 километрах на юго-юго-восток от финского острова Утё, за пределами финских территориальных вод, на глубине около 60 метров. Согласно официальному заключению, Международная комиссия по расследованию крушения парома, Эстония посчитала, что причинами катастрофы послужили несовершенства в конструкции, повышенная скорость движения судна и штормовая погода. Официальная версия катастрофы гласила, из-за сильных ударов волн на Эстонии было повреждено запорное устройство носового визора, подъемной надводной части парома. В результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищенной от проникновения воды. Вследствие этого внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн забортной воды, увлекшие судно на дно моря. В 2009 года правительство Эстонии распустило комиссию по расследованию причин трагедии после ее 4-го отчета. В качестве наиболее вероятной причины гибели парома были названы его конструктивные недостатки, отрыв носового визора и тяжелые погодные условия. 28 сентября 2020 года, в годовщину трагедии парома «Эстония», телеканал Discovery выпустил документальный фильм «Эстония. Находка, которая изменит все». Команда, создавшая фильм, произведя съемки останков судна на дне, обнаружила в корпусе 4-метровую пробоину, которую до этого скрывало морское дно. Находка может подтвердить теорию о том, что несчастье было спровоцировано не только отрывом визора, который мог ускорить процесс затопления парома. Власти стран, связанных с расследованием катастрофы, раньше такое отрицали. Профессор морских технологий Норвежского университета техники и естествознания Йорген Амдал: невозможно исключить, что повреждение сыграло свою роль в том, что судно затонуло. После обсуждения с экспертами причин возникновения пробоины, съемочная группа пришла к выводу, что взрыв на борту такого повреждения в корпусе судна вызвать не мог. Капитан 3-го ранга норвежского флота Франк Бёрсен сказал съемочной группе, просмотрев сделанные у обломков Эстонии кадры, что взрыв там маловероятен. Специалисты предположили, что речь идет о внешней силе, крупном объекте, который врезался в корпус Эстонии, пробил его и повредил металлические конструкционные прокладки внутри судна. МИД Эстонии, Финляндии и Швеции пообещали, что при появлении новой информации о крушении они совместно оценят полученные сведения, опираясь на выводы Объединенной комиссии по расследованию несчастного случая, которые содержатся в заключительном отчете 1997 года.